Всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика – рельеф. Что такое рельеф? Как он образуется? Как изображается на карте? Рельеф – это совокупность каких-либо неровностей. Но в этом видеоролике мы будем говорить о рельефе земной коры. Как же он образуется? На это влияют два процесса – эндогенные и экзогенные, то есть внутренние и внешние. К внутренним относятся такие процессы, как вулканизм, схождение литосферных плит, то есть литосферные процессы и вулканические. А к внешним относятся такие процессы, как размывание рыхлых пород, выветривание, аккумуляция и так далее. То есть этому способствует вода, какие-либо живые существа, в том числе люди и ветер. Как же рельеф изображается на карте? На карте рельеф изображается специальными условными обозначениями коричневого цвета. Основные из них это горизонтали. Что такое горизонталь? Также ее называют изолиниями. Горизонталь это коричневая линия, соединяющая один уровень высоты. Она рисуется в соответствии с сечением рельефа. Сечение рельефа это шаг высоты или же повышение или понижение рельефа на определенную высоту, через которую должны рисоваться горизонтали. Всего есть три типа горизонталей: дополнительная, обычная и утолщенная. Утолщенная рисуется для того, чтобы показать больший перепад высот. Также ее используют как индексную, то есть она может рисоваться через каждые 5 обычных горизонталей. Дополнительная горизонталь рисуется наполовину от сечения рельефа. Она нужна для того, чтобы показать больше информации о рельефе. То, что нельзя изобразить горизонталями, изображается другими условными обозначениями. Что нельзя изобразить горизонталями? Горизонталями нельзя изобразить те объекты, которые будут нечитабельны при изображении их горизонталями на карте. К примеру, земной обрыв – это слияние двух или нескольких горизонталей. Если не прибегать к этому знаку, то будет непонятно во время бега, что это вообще за ситуация в рельефе. Также горизонталями нельзя изобразить внемасштабные ямы, то есть очень маленькие ямы, еще их называют микроямы или наноямы, которые просто не входят в масштаб. Также есть вторая разновидность внемасштабной ямы, это внемасштабная воронка. Она отличается тем, что у нее края более крутые, самой ямы. Обычно это яма, которую вырыли люди, то есть антропогенная. Также нельзя изобразить аналогично мелкие возвышенности, бугры, микробугры также называют. Также нельзя изобразить рвы и аналогично земляные валы. Промоины – это практически то же самое, что и земляной ров. Какие же формы рельефа вообще существуют? Основные формы рельефа – это лощина, то есть пологая канава. Также обратная к лощине – это выступ. Также его называют нос. Дальше седловина. Это пространство между двумя буграми. И основные яма и бугор. Вот и все.
что я хотел вам сказать. Спасибо за внимание и до новых встреч.